Всем привет, с вами Татьяна Шумилина. Мой канал посвящен вязанию крючком. Сегодня будем вязать вот такое овальное донышко из шнура, а также научимся рассчитывать, какое количество петель необходимо набрать для донышка определенной формы. То есть сегодня будет такой очень полезный урок, обязательно его сохраняйте, обязательно записывайте, если нужно. Будет очень много интересной, полезной информации, которая пригодится обязательно вам в дальнейшем вашем творчестве. Сегодня я покажу вам, наверное, один из самых распространенных способов вязания овального донышка. Это узор в раскол круговыми рядами. На основе такого донышка можно связать и сумку, и рюкзачок, и корзинку овальную. Также можно связать такой формы и салфетку, и ковер, и все что угодно. То есть здесь уже фантазия ваша не ограничена. И сегодня я покажу вам свой основной принцип распределения прибавок на овале, по которому вы сможете вязать изделия любого размера. И помимо этого, как я уже сказала, я научу вас делать расчет петель и рядов, с помощью которого вы сможете вязать овалы различного размера, то есть того размера, который необходим именно вам для конкретного изделия. Вязать я сегодня буду из хлопкового шнура толщиной 3 мм с сердечником. Это шнурочек от производителя Бугета. Ссылочку на продавца оставляю в описании под видео. И крючок возьму номер 5. Итак, для того, чтобы определить, сколько же петель начальной цепочки нам необходимо набрать, для того, чтобы попасть в размер, в желаемый размер, нам необходимо знать всего две вещи. Первое – это размер нашего донышка, будущего. То есть, например, я хочу связать донышко размером 20 на 6 сантиметров. И второе, это сколько петель вязаного полотна у вас приходится на 1 сантиметр величины. Ну, другими словами, вам просто нужно связать пробник и измерить, сколько петелек у вас в 1 сантиметре. Чем мы сейчас, собственно, и займемся. Вяжем пробничек буквально из нескольких петелек. Вот я набрала цепочку из 8 воздушных петель. Мне этого будет достаточно. И вяжу пробничек тем узором, которым я буду вязать само донышко. У меня будет донышко узором в раскол. Сейчас я свяжу пробничек поворотными рядами, также узором в раскол. Итак, набрала цепочку, делаю воздушную петлю подъема и обвязываю цепочку столбиками без накида. Так, связали 8 столбиков, делаем воздушную петлю, разворачиваемся и вяжем второй рядочек также узором в раскол. Этот узор вяжется в основном по кругу, вот, но поворотными рядами его тоже связать можно. Так, сейчас снова покажу, куда я ввожу крючок. Вот смотрите, вот на моя последняя петелька первого ряда я в раскол ввожу крючок в эту петлю. Вот вывожу ее из серединки. Между стенками у меня крючок выходит. Так, и то же самое проделываю со всеми остальными петельками. Вот они, две стеночки петли, между ними крючок. Все, здесь у нас не важно, по кругу мы вяжем или поворотными рядами. Здесь важно то, что плотность вязания у нас будет при вязании поворотными рядами точно такая же, как и при вязании в раскол. Точнее, как и при вязании круговыми рядами. Так, связала второй рядочек и свяжу еще третий ряд. Ну вот, связала на всякий случай 4 рядочка, чтобы было удобнее считать. И теперь делаю измерение. Значит, измеряю свой пробничек в высоту.
Здесь у меня 4 ряда. Посмотрите, как я прикладываю сантиметровую ленту. Косичку верхнюю я не учитываю. Значит, 4 ряда, это у меня 3 сантиметра. И измеряю в ширину. Также, смотрите, вот у меня 8 петель. Я беру именно эти 8 петель, не учитываю вот эту вот кромочку, кромочные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот она, 8-я петля. И вот она, 1-я петля. Так, значит, 7,5 сантиметров составляют мои 8 петель. То есть почти 1 сантиметр приходится на одну петлю. Итак, записываем. 4 ряда равно 3 сантиметра. 8 петель равно 7,5 сантиметров. Теперь беру свой эскиз и смотрю. Значит, высота, ширина донышка 6 сантиметров. Соответственно, количество рядов я уже могу определить прямо сходу. Один круг вязания мне будет давать 2 сантиметра. Понимаете, да, почему? Потому что круг у меня будет идти вот так вот. То есть он мне будет давать 2 ряда в ширину. Так как 4 ряда у нас дают 3 сантиметра полотна вязаного, если вязать поворотными рядами, то 4 круговых ряда нам дадут как раз 6 сантиметров ширины нашего донышка. Дальше. Количество рядов мы с вами определили. Теперь необходимо определить количество петель наборной цепочки. Вот я ее обозначила на эскизе. Мы знаем, что мы будем вязать 4 ряда донышка. Эти 4 ряда нам дадут 6 сантиметров не только в ширину, но и в длину. То есть из 20 сантиметров мы вычитаем 6 и получаем 14 сантиметров. То есть 14 сантиметров нам нужно добрать вот этой как раз серединкой, то есть вот этой наборной цепочкой. Считаем. 14 умножить на 8 разделить на 7,5. 14,9. Ну, соответственно, 15 петелек мне нужно набрать для цепочки. Но к этим 15 петлям нам нужно прибавить еще 2 петли, в которых у нас будут делаться прибавки. Это 2 кромочные петли, которые вот здесь будут по краям, в которые мы будем делать прибавочки для нашего овала. То есть вот эти вот 15 петель, да, здесь у нас получается 15. Это только вот эта серединка без учета кромочных петель для прибавок. Сейчас наглядно я все это покажу, когда будем вязать. Итак, набрали цепочку из 17 воздушных петель. Делаем одну воздушную петлю подъема. Переворачиваем нашу цепочку вот так вот вверх ногами и вводим крючок в заднюю перемычку. То есть вот эта вот косичка у нас остается внизу. Начинаем со второй петли от крючка, то есть воздушная петля, и со следующей петельки начинаем вязание. Вяжем столбики без накида до конца цепочки. Дошли до последней петли цепочки и в нее провязываем 3 столбика. Это как раз у нас та петля, петля прибавки, про которую я говорила. Так, затягиваем хвостик, пока его не прячем, пока пусть он у нас там вот болтается сзади. Так, сейчас я, наверное, даже вот сюда. Так, провязали 3 столбика и начинаем обвязывать цепочку с обратной стороны. Вводим крючок при этом под обе полупетли
нашей цепочки. При таком способе вязания, обратите внимание, у вас вот здесь посередине абсолютно не будет дырочек. Вот видите, у меня все как плотненько, нет никаких отверстий. Если бы мы обвязывали цепочку классическим способом, то есть не за заднюю перемычку, а вот сначала за одну полупетельку, потом с обратной стороны за другую полупетельку, то у нас бы такого эффекта не получилось. То есть у нас были бы вот здесь вот просто некрасивые дырки. Поэтому я использую именно такой способ. Так, подходим к концу цепочки. Значит, для проверки можно посчитать. У нас вот здесь вот должно быть 15 столбиков без накида. Вот 15 одинарных столбиков, да, если не учитывать вот эту вот петлю прибавки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все. То есть вот здесь вот у нас также будет петля прибавки, точно такая же, как и здесь. И здесь, смотрите, такой важный момент. Первая петля подъема, которую мы провязали, да, в самом начале, она у нас будет считаться первым столбиком ряда. И вообще в каждом последующем ряду первым столбиком у нас будет воздушная петля подъема. Далее, вот этот первый столбик, который у нас был провязан в первую петельку, он считается уже вторым столбиком ряда. Соответственно, у нас вот в эту петлю уже провязано 2 столбика, 1 и 2. И сюда же нам необходимо довязать еще третий столбик. Все, довязали. Вот они, наши 3 петельки, 3 столбика. 1, 2, 3. Все. Соответственно, эта петля прибавки у нас также провязана. Так, теперь осталось сделать соединение ряда. Для этого я ввожу крючок под первую петельку, под первую горизонтальную петлю первого ряда. Она у нас располагается между вот петлей подъема и первым столбиком. Сюда же вывожу рабочую петлю. И обратите внимание, куда ввожу крючок сейчас. Значит, придерживаю эту петельку вот здесь, чтобы она не ускользнула. Крючок ввожу вот сюда, в воздушную петлю подъема, вот так вот посерединке. Ну, то есть в раскол, раскалываю ее. Так, сложно показать, но я думаю, что понятно. Даже вот так, наверное, сделаю. Вот. Расколола свой столбик, точнее воздушную петлю подъема. Немножко затягиваю и провязываю. Все, вывела рабочую петельку. На этом первый рядочек мой закончен. Далее приступаем ко второму ряду. И во втором ряду, так же как и во всех последующих рядах, мы будем делать по 6 прибавочек на круг. То есть по 3 прибавки на одном скруглении и 3 прибавки на втором скруглении. Значит, во втором ряду прибавочки будем делать в каждом из вот этих вот 3 столбиков петли прибавки предыдущего ряда. Соответственно, так как у нас петелька выходит из одного из этих столбиков, сразу же в него мы делаем прибавочку. Первым столбиком считается воздушная петля, и дальше сюда же вводим крючок. И вывязываем второй столбик. Все, первая прибавка сделана. В следующую петлю делаем еще одну прибавку. Крючок вводим в раскол. Напоминаю, что мы вяжем донышко узором в раскол. То есть раскалываем петельку пополам, вот прям посередине. Вводим крючок между стеночками петли. И сзади следим, чтобы крючок также выходил между двумя стенками.
первый столбик и сюда же второй столбик. И далее пошли одинарные петельки, одинарные столбики до следующей петли прибавки. Дошли до скругления, и здесь в каждом из этих 3 столбиков делаем прибавку. Здесь столбики у нас такие немножко неровные, прячутся под вот этими вот петельками, поэтому их нужно выискивать. Так. Так, сделала первую прибавку, вот он, второй столбик. Вторая прибавка, и в третий столбик также делаем прибавку. Так, все, теперь вот этот хвостик можно подзатянуть получше. Ну, в принципе, он у меня и так хорошо затянут. И вот таким вот образом выведем его вот сюда вот к краю нашего вязания. И в следующем ряду мы его вяжем. Так, дальше у нас идут одинарные столбики до конца ряда. Здесь не забываем сделать последнюю прибавочку. Дошли до конца ряда и делаем прибавку вот в этой последней петельке, которая у нас также относится к петле прибавки предыдущего ряда. Так, все. И теперь соединяем рядочек. Так, крючок вводим в воздушную петлю подъема. Вот она. Следим сзади, чтобы петелька раскалывалась пополам. Все. Прибавочки в третьем ряду у нас будут приходиться на первую петельку петли прибавки предыдущего ряда. То есть вот она петля прибавки предыдущего ряда, вот она первая петелька. Значит, здесь делаем прибавочку. Находим следующую петлю прибавки, вот она первая петелька. Значит, в ней делаем прибавку. Значит, первый столбик это воздушная петля подъема, и сюда же провязываем еще один столбик. Следующую петлю провязываем одинарным столбиком. Далее прибавка. И следующая петелька, один столбик. Так, сделали 2 прибавочки уже на этом скруглении, и третья у нас будет вот здесь, в конце ряда. Подошли к противоположному скруглению. Делаем прибавочку вот здесь, вот в первой петле двойной петли предыдущего ряда, в первом столбике точнее. Так, второй столбик одинарный.
Дальше следующая петля прибавки. В первом столбике делаем прибавочку. Смотрите, хвостик прокладываю вдоль вязания, и он автоматически прячется. Следующий столбик одинарный. И последняя прибавка на этом скруглении. Одинарный столбик. В конце ряда не забываем сделать последнюю прибавку. И последний одинарный столбик. Соединяем. Так. Готов третий рядочек. И в четвертом ряду также будем делать по 6 прибавок на круг, по 3 на каждом скруглении. И прибавочки у нас будут приходиться на вот эту петельку, которая идет сразу за петлей прибавки предыдущего ряда. То есть первые 2 столбика мы провязываем одинарными, так как у нас здесь была петля прибавки. И в следующей петле делаем прибавочку. Далее 2 одинарных и прибавка. Соответственно, последняя, третья прибавка на этом скруглении будет у нас вот здесь, в последней петле ряда, после вот этой прибавочки. Так, подошли к следующей петле прибавки. Провязываем ее одинарными столбиками и сразу за ней делаем прибавочку. Далее 2 одинарных и прибавка. Два одинарных и еще одна прибавка. Так, подошли к концу ряда, и последняя прибавка в этом ряду, как я уже говорила, в последней петельке, вот в этой. Так, и соединяем. Так, ну вот, провязали наши 4 ряда и смотрим, какого размера донышко у нас получилось. Так, вот они наши 20 сантиметров в длину. Косичку я не учитываю, потому что когда мы начнем вязать изделие, да, от этого донышка, например, там сумочку или корзину, эта косичка у нас уйдет, то есть она у нас пойдет уже туда, на стенки сумки, вот, а донышко останется вот такого размера. Вот 20, ну там, конечно, плюс-минус несколько сантиметров может быть погрешность, несколько миллиметров. От этого, конечно, никто не застрахован. И вот они, наши 6 сантиметров ширины. Далее, если вы достигли уже желаемого размера, да, своего донышка, то переходите к вязанию своего изделия. Если вам нужно вязать еще, то показываю, как у меня будут распределяться прибавки. Далее, значит, при вязании овала узором в раскол
Начиная с пятого ряда прибавки я буду распределять, ориентируясь на петли прибавок предпоследнего провязанного ряда. В данном случае предпоследним провязанным рядом у меня считается третий рядочек, вот этот. И я буду ориентироваться сейчас на него. Прибавочки буду делать в первой петле, в первом столбике петли прибавки предпоследнего провязанного ряда. То есть смотрю на свой третий рядочек, вот она моя петля прибавочки, и вот он первый столбик, относящийся к этой петле. Вот на уровне этого столбика делаю прибавку, то есть прибавочка у меня должна быть уже в первой петельке. Делаю прибавку в первой петле. Дальше вяжу одинарные столбики до следующей петли прибавки предпоследнего ряда. Вот она. Так, в данном случае у меня получается 3 одинарных столбика. Далее снова идет петля прибавки предпоследнего ряда. На уровне первого столбика делаю прибавку. Так. Здесь у нас идут одинарные столбики. Ну и все, дальше у нас до следующего скругления идут одинарные столбики. Третью прибавочку мы сделаем в конце ряда. Вот здесь вот ориентируюсь вот на эту петлю прибавки. То есть третья прибавка будет у нас вот здесь, вот в этой петельке. Дошли до второго скругления, и здесь смотрим. Первая наша петля прибавки предпоследнего ряда вот здесь, и вот она, вот он первый столбик, относящийся к ней. Делаем прибавочку. Далее одинарные столбики. В данном случае 3 одинарных столбиков, и дальше идет снова. Вот она петля прибавки. Здесь делаем прибавочку. Далее снова 3 одинарных столбика. И снова прибавочка. Так, все, 3 прибавки сделали, вяжем одинарные столбики. И не забываем про последнюю прибавочку. Вот он наш столбик, точнее вот она наша двойная петля. Делаем прибавку на уровне первого столбика этой двойной петли. И все, остается 3 одинарных столбика до конца ряда. Соединяем рядочек. Далее провяжу сейчас последний шестой ряд, чтобы еще раз вам показать принцип распределения прибавок. Значит, сейчас буду ориентироваться на предпоследний ряд, то есть четвертый. То есть всего у нас сейчас провязано 5 рядочков. Буду ориентироваться на четвертый ряд. Первая прибавка в четвертом ряду у нас была вот здесь. Соответственно, до этой прибавки вяжу одинарные столбики. Провязала. На уровне первой петли этой петли прибавки делаю прибавочку. Дальше до следующей двойной петли четвертого ряда вяжу одинарные столбики. Так, следующая двойная петля у нас вот здесь. Вот она. То есть я провязала 4 одинарных столбика и делаю прибавочку.
Вот. Так, 2 прибавки сделали, третья будет в конце ряда, значит, вяжем одинарные столбики до следующего скругления. Так, дошла до следующего скругления, вяжу одинарные петельки до первой петли прибавки предпоследнего ряда. Так, и делаю первую прибавочку вот здесь на уровне вот этого первого столбика. Далее провязываю 4 одинарных столбика. И делаю следующую петлю прибавки. Так, вот. Далее снова 4 столбика. И последняя на этом скруглении петля прибавки. Вот здесь. Дошли почти до конца ряда. И здесь не забываем снова сделать последнюю прибавку. Так, вот она наша петелька, двойная петелька предпоследнего ряда. Вот сюда делаем прибавку. И последняя петелька одинарная. Так, значит, я на этом закончу. Дальше, я думаю, объяснять уже смысла нет. То есть, если вам нужно вязать еще, тогда в 7 ряду вы ориентируетесь на петли прибавок 5 ряда. В 8 ряду вы ориентируетесь на петли прибавок 6 ряда и так далее. То есть, я думаю, что я понятно объяснила. В принципе, здесь нет ничего сложного, нужно запомнить только одно вот это правило, что мы ориентируемся на петли прибавок предпоследнего провязанного ряда. И тогда ваши овальчики будут всегда идеально ровными, никогда не будет у вас никаких клиньев, ничего у вас не перекосит, то есть можете вязать овалы абсолютно любого размера по этому принципу. И обязательно после того, как вы связали донышко, нужно его отпарить утюжком. То есть вот видите, оно какое кривенькое, да, вот так заворачивается, не лежит ровно. Сейчас я его отпарю утюгом, и вы увидите разницу. Отпариваем, если это хлопковая пряжа, отпариваем на максимальной температуре. Можно касаться утюгом с изнаночной стороны. С лицевой стороны лучше не касаться, чтобы избежать каких-то грязных следов, да, вот этих блестящих следов, как бывает иногда от утюга. Вот. Если это полипропиленовая либо полиэфирный шнур, то утюгом лучше не касаться, просто отпарить на максимальной мощности, не касаясь утюгом вязаного полотна, если это необходимо. Просто есть пряжа, которая ложится сразу хорошо, которую отпаривать не нужно. Вот оно, мое отпаренное донышко. Видите, да, насколько оно идеально ровное. И вот теперь, после того, как вы его отпарили, можно приступать к вязанию уже основной части сумочки, либо рюкзака, либо корзинки, смотря что вы вяжете. И еще покажу вам последний момент. Если вам нужно закончить вязание донышка, обрезать нить и завершить, да, красиво свое вязание, то вы обрезаете ниточку, вытаскиваете хвостик, то есть соединение вы не делаете, соединение ряда. И дальше вот таким вот образом протягиваете ниточку наизнанку.
вводите крючок вот сюда, в последнюю петлю вашего провязанного ряда, вот таким образом, и протягиваете хвостик сюда. Вот таким образом мы сымитировали петельку, то есть сделали точно такую же петлю, как и все наши остальные петельки. Ну и хвостик уже прячем на изнаночной стороне. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вы сегодня узнали для себя много нового. Надеюсь, что будете и дальше следить за моим творчеством. Спасибо большое за просмотры. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.